Ребята, всем привет! Недавно я побывал в Албании и хочу поделиться с вами свежими впечатлениями. Знаете, про эту страну на самом деле я доснимал довольно много роликов, которые были изначально положительные, а потом они сменили свой окрас на более отрицательный, скажем так. Но моя точка зрения, что я должен пытаться хотя бы донести информацию объективно, но хотя бы с моей стороны. Ну, получается несколько субъективно, да, я понимаю. Но смотрите, в чем прикол. Я хочу сегодня поговорить о тех вещах, которые меня снова взбудоражили и которые мне не понравились в Албании. Ну и также один плюс, который меня прям зацепил. Поэтому давайте не будем тянуть время и поехали. Итак, первое, что бросается в глаза при прибытии в Албанию, это, безусловно, клановость. То есть, например, вы идете в ресторан и сразу понимаете, что это, скорее всего, семейный ресторан. Да, с одной стороны, это здорово, кажется, вот, семейный ресторан, все прикольно, и вы начинаете изучать и понимаете, что в основном все семейные рестораны, они в сговоре между собой, соответственно, цены в этом городе, естественно, каким-то таким образом назначаются вполне рандомным, то есть чувствуется некоторое такое, что люди между собой все уже согласовали, а вы тут один хоть турист, как наживка вот в целом, особенно в турсезон. Конечно, вы если приезжаете в октябре, в ноябре, в декабре, то это, конечно, чувствуется гораздо меньше, потому что там уже больше как работа на местных. Но если это турсезон, то чувствуется некоторая такая связанность всех между собой. То есть вы смотрите, да, буквально человек, который стоит на улице, что-то там играет, он связан с другим. Тот связан с кем-то еще. Продавец фруктов, он связан еще с кем-то другим бизнесом. Арендатор машин связан с еще кем-то. Тот, кто ставит, допустим, водяные счетчики, подключает воду, он связан с кем-то. И вот так вот все между собой переплетено. И вы это сразу не замечаете по прибытии. Вы покупаете недвижимость, вы инвестируете в Албанию, да, а потом понимаете, что на самом деле все соскриптовано и все специально построено так, что как бы вас развести. Ну, в общем-то и целом. Может быть, не специально кажется, что это все такое, но тем не менее это факт, ребята. Вы пока не пойдете, не познакомитесь со всеми, не попьете кофе с несколькими людьми, скажем так, у вас толком ничего происходить не будет. В том плане, что вы не сможете ни подключить электричество, ни воду, у вас будут какие-то проблемы, вы будете постоянно пытаться что-то решить. И, в общем, пока вы со всеми, так сказать, не согласуете все, да, и пока не поймете всю динамику общения в городе, вам будет очень тяжко. А все это происходит именно по причине клановости, потому что все переплетено между собой. Все переплетено между собой, каждый человек связан у них. Вот такая вот система. Может быть, вам это понравится, я не знаю, может, вам нравится пить кофе со всеми прохожими подряд, но мне это вообще не нравится, то есть вообще не зашло никак ни разу. Вторая причина, которая меня реально бесит, реально раздражает, это, конечно же, отсутствие цен. Вы заходите в супермаркет, видите, ага, цен нигде нет, ничего не написано, не разобрать. А что, какие цены? А цены, ребята, формируются в зависимости от вас. Смотрят на ваше лицо, ага, не местный, ну давайте цену в 2-3 раза больше. Так, местный, ну ладно, заломить сильно не получится, сначала, в общем-то, получается так, что все зависит ровным счетом от вас, и все. Если вы умеете говорить по-албански, это одни цены, не умеете, на другие цены, все вот так вот формируется. В случае с туристом все понятно, да, с туристом можно сдирать 3 шкуры, это все понятно. Вы приезжая куда-то в турместо, понимаете, что, да, вас обдерут, ну, как бы вы на отдых приехали, и ничего страшного в этом нет. Но теперь представьте, что вы живете в этом городе. Вот, и все получается так, что цены непонятны, цены здесь есть, там нет, и вы ходите, выбираете между всеми местами, не понимаете реальные цены. А в Албании, напоминаю, вы не можете купить сразу все в одном месте. В супермаркете покупаете одни вещи, потом в мясной отдел, в мясное какое-то место идете отдельно покупаете, еще в сырное отдельно, 5-10, фруктовые овощи там, фруктовые овощи отдельная тема, зачастую там есть такая проблема, что тоже цен нет, и, естественно, вообще непонятно, какую цену нам назначили. Бывало несколько раз такое, что вот один ларек, в нем цена, допустим, 300 лет, ну, допустим, $3 за что-то, а в другом, допустим, 600 или 900, просто потому, что вот так закатилось. Просто вот показалось, что с вас можно больше содрать. Вот и все и получилось так. Вы понимаете, вот такие приколы есть, к сожалению, в Албании. Дуриловка такая, она повсеместная и, к сожалению, она вот такая. Мне было тяжеловато с этим всем жить, честно хочу сказать, честно, очень неприятно. Третье. Это, конечно же, пляжи. Лежаки и пляжи. Типичная тема для обдираловки. Понимаете что? Когда вы приходите на пляж, вы ожидаете, что заплатите какую цену, ну, в принципе, адекватную более-менее, той услуги, которые вы получаете. Ну, допустим, приезжаете в какое-то хорошее, красивое место, заплатили там 20-30 евро, и вы понимаете, что вокруг будет реально рай. Там все будет здорово, замечательная инфраструктура, сервис, все есть. В Албании с этим все плохо. В том плане, что вот в этом году, в 2024 году, я заметил, что очень много пляжей, причем пляжей, которые вообще не имеют никакой инфраструктуры, там, не знаю, даже туалета нет, раздевалки нет, они с вас дерут по 20, 25, 30 евро за лежак. Причем, ладно бы часть пляжа выделялась для тех, кто не хочет платить за лежаки, так и нет. Они забивают лежаками весь пляж, и нет ни единого места, где вы можете просто там присесть.
То есть таким образом все формируется. Они говорят, что это частный пляж, но по закону 20% любого пляжа должно быть выделено для просто людей, которые пришли сами. Несколько раз было такое, что просто приходишь постоять, посмотреть на море, ну не знаю, просто один раз окунуться, к примеру, да, к тебе уже подходят, говорят, так, ты или купи кофе у нас там хотя бы, да, либо арендуй лежак, и то есть ты прям уже де-факто чем-то обязан. Понимаете что? Меня лично всю эту ситуацию очень сильно раздражает. И вообще мне это не понравилось. В Албании в этот раз особенно. То есть 20 евро за какое-то абсолютно место такое, ну, красивое, но в котором нет ничего, они каждый раз хотят содрать. Есть еще несколько вариантов, вот скажем, в том же Дуросе, ну, во Влёре, где можно не задорого арендовать себе лежак. Но понимаете, все это постепенно меняется, исчезает, и виднеется тенденция к тому, что все коммерциализируется. Вот, понимаете, строятся большие комплексы, все там частные пляжи и прочее, прочее. Природа коммерциализируется. Это хорошо? Нет, это плохо, это ужасно. Соответственно, какие-то барыги будут ставить определенные цены, любые, которые они хотят, и все, и с вас это сдирать. Причем, естественно, с места это не вряд ли сдерут, с места наверняка договорятся с ними как-то, а вот с туристов можно содрать по полной. Четвертое. Плохие бизнес-практики. Ребята, в Албании все, что связано с ведением бизнеса и клиентоориентированностью, все очень плохо. Берем, к примеру, те же пляжи, да, то есть кто мешает в зависимости от времени суток ставить разную цену на лежаки. Ну, допустим, приходите в 4 вечера, вы же не хотите платить ту же самую цену, что люди заплатили в 10 утра или в 8 утра? Конечно, нет. Что за бред? Платить 20 евро, когда уже почти закат? Ну, это бредово как-то. Нет, в Албании с вас дерут независимо от времени суток, независимо от чего, просто так вот, хочется и не хочется. То есть, и в итоге, что получается, что лежаки все свободны, к примеру, там в 5-6 вечера, но со всех берут 20 евро, поэтому никто не приходит. И в итоге полный бред. То же самое в ресторанной сфере, в любой другой сфере. Понимаете, клиентоориентированность, в принципе, нулевая в Албании. То есть вот она вот такая. Может быть, в Тиране какие-то зачатки есть, то бишь столица, да? Но, в принципе, и в целом в Албании клиентоориентированности нет. Она очень на низком уровне. Они, я думаю, будут пытаться что-то сделать впоследствии. Но понимаете, почему вся эта проблема возникает? Да, эта вся проблема возникает ровно счетом из-за всех вышеперечисленных проблем. В том числе клановости. То есть, когда все согласовано между собой, так сказать, все кланы между собой все поделили, все кусочки города и пляжи, и все общественные заведения и места. То есть, соответственно, здесь проблем нет. Все между собой согласовали, ну и все. Собственно говоря, какая там клиентоориентированность? Всех все устраивает. Причем, что я вижу, что европейцы, они, в принципе, готовы отдавать очень высокие цены, да, те же 20 евро, там 30 евро за абсолютно плохой сервис. А в то же время, как русские, русскоязычные, да, скажем так, они приезжают, начинают требовать, так, а почему здесь, а где меню, а дайте нам цены, а покажите нам что-то. А этого все нет в Албании, понимаете? И албанцы начнут тоже как бы возникать в том плане, что вы еще хотите? Вот что есть, то и берите. Главная мысль, которую я хотел бы вам донести, друзья, в том, что в Албании все постепенно меняется и не в лучшую сторону. Если раньше это была дешевая страна, в которой можно было дешево жить, очень дешево, да, то сейчас это такая-то страна договорника, в том плане, что все согласовано, все решено за вас, и в принципе очень сложно найти какой-то компромисс, какое-то решение чего-либо. И самая главная проблема еще, кроме того, да, то что люди все очень обидчивые. То есть недавно на меня обиделись за то, что я поставил 8 звезд из 10 одному из отелей. Представляете? 8 звезд поставил, а не 10. И на меня там целый ворох говна вывалили, потому что вот я так вот неправильно сделал. Понимаете, страна очень такая вот специфическая, люди очень обидчивые. Не хотят ничего менять, они консервативны, они вот застряли в своем мышлении, не хотят что-то менять. Может быть, молодежь, которая вот ездит в Италию, в другие страны, она что-то понимает, да, но вот старики, старшее поколение, которых довольно много, они, конечно, с всем этим не сталкиваются. Может быть, впоследствии что-либо поменяется. И один из плюсов, который я обещал, я считаю, это цена на фрукты и овощи. Фрукты и овощи в Албании очень свежие, очень хорошие. Цены, в принципе, очень адекватные по сравнению с теми же другими странами, где я недавно был. Ну, скажем, ту же Корею, да. Опять же, в Корее цены на овощи, фрукты, очень высокие. Да в той же Америке тоже. Да много где в Европе тоже, на самом деле. Понимаете, а в Албании с этим проблем нет. То есть цены весьма адекватные, и можно просто наедаться овощами, фруктами и прочим. Но видите что, есть такие некоторые проблемы, которые мешают, так сказать, хорошо жить, мешают красиво жить. А это вот именно все, что я перечислил до этого. Спасибо за внимание, ребята. Смотрите прошлые ролики про Албанию, там весьма интересно. Подписывайтесь и скоро увидимся. И, пожалуйста, поставьте лайк. Пожалуйста.